Привет, ты снова на канале про кино. Август выдался щедрым на премьеры, новые сезоны любимых историй и неожиданные возвращения. От готической мистики до сюрреалистичной комедии, от адвокатских страстей до магических дуэлей. Давайте разбираться, что стоит добавлять в плейлист. А начнем мы с темного хита. Уэнсдей снова среди монстров, ведьм и тайн. Это про ту самую мрачную девочку из семейки Адамс. Уэнсдей попадает в школу для особенных монстров, ведьм и изгоев. Тут и учеба, и мистические тайны, и, конечно, ее фирменный черный юмор. Во втором сезоне ставки выше, больше тайн, врагов и готической красоты. Актеры. Дженна Ортега, главная звезда, ее игра уже принесла награды и мемы. Родители Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман. Появился даже Стив Бушеми, король странных ролей. Рейтинги IMDb 8 из 10. На Netflix сериал рвал рекорды просмотров. Критики в восторге от Дженны и атмосферы, но ругают за перегруженный сюжет и лишних героев. Так что если тебе по душе мрак, стиль и сарказм, Уэнсдей то, что доктор прописал. Это смесь мистики, драмы и подросткового угара. Так что включай Netflix и окунайся в этот темный, но чертовски стильный мир. После мрака немного света. Сериал «Платонические отношения» вернулся со вторым сезоном. И это снова огонь. Сюжет. Два старых друга, Сильвия и Вилл, оба в кризисе среднего возраста. У нее семья и работа, у него развод и поиски себя. Вместе они вляпываются в кучу смешных и неловких ситуаций, доказывая, что настоящая дружба – это тоже аттракцион. Главные звезды – Роуз Бирн и Сет Роген. Она из «Соседей» и «Людей Икс» недавно взяла «Серебряного медведя». Он король комедии от «Ананасового экспресса» до «Суперперцев». И в 2025 году получил Эмми за лучшую роль в комедии. Критики довольны, зрители тоже. Хвалят за юмор, честность и то, как круто показана взрослая дружба. Вывод простой. Если хотите легкий, умный и смешной сериал про то, как жить и не сойти с ума, «Платонические отношения» второй сезон точно в плейлист. А теперь немного ностальгии. Сюжет. Джастин завязал с магией и хотел бы жить спокойно. Но его сыновья Роман и Мила внезапно начинают колдовать. Плюс появляется ученица Билли. В итоге Джастин снова наставник. Впереди семейный волшебный конкурс. И, конечно, загадочная угроза. Семейка Руссо снова в эпицентре хаоса. Кто в деле? Дэвид Хенри. Наш Джастин теперь папа и тренер. Селена Гомес возвращается как Алекс, хотя и ненадолго. Новая звезда Дженнис Лиан Браун в роли Билли. Ну и дети Руссо плюс мама Джиада. Полный комплект для магического безумия. Что по отзывам? Критики хвалят за ностальгию и семейный вайб. Зрители радуются магии и возвращению любимых героев. Хотя некоторые говорят, что юмор не всегда как в старом сериале. Но в целом сезон бодрый, яркий и отлично заходит как фанатам сериала, так и новичкам. Вывод. Хотите магии, ностальгии и легкого фэнтези с юмором? Второй сезон «Волшебники за пределами Вэйверли Плейс» – то, что нужно. Медицинская драма с изюминкой. Снова врачи, белые халаты и тонны драмы. Второй сезон сериала «Док» уже тут. И давайте поговорим, стоит ли смотреть. Коротко о сюжете. Доктор Эми Ларсон потеряла 8 лет памяти после аварии. В новом сезоне возвращение к работе, новые пациенты и старые проблемы. Бывший муж, коллеги и даже новая начальница, которая умеет подлить масло в огонь. Актеры. Главное – Молли Паркер, знакомая вам по «Карточному домику». А еще Фелисити Хаффман в роли новой начальницы. Вот где начинается настоящий медицинский триллер. IMDb дает 7,3. «Док» – это смесь анатомии страсти и амнезии на максимум. Если любите драмы с личными трагедиями и хирургическими скальпелями, зайдет. Хотите реализма? Тогда лучше включите Discovery. Второй сезон сериала «Док» – крепкая драма с потерей памяти, страстями и кучей медицины. Героиня с гениальным умом и 3 детьми снова берется за расследование. Вышел второй сезон сериала «Большой потенциал». Морган Гиллари работает уборщицей в полиции Лос-Анджелеса, но однажды случайно показывает, что умеет расследовать дела лучше самих копов. В итоге она становится консультантом. Каждый эпизод – новое расследование, плюс тайны из ее прошлого. Второй сезон обещает больше интриги и напряжения. По актерам. Кейтлин Олсон. Знакома вам по сериалам «В Филадельфии всегда солнечно» и «Миг». Ее напарник Дэниел Санджата из «Грейсленд» и «Спаси меня». А еще есть бывшая Бэтвумен Джафисия Лесли и Джуди Рейс из «Клиники». Состав мощный. Критики довольны. 96% на Rotten Tomatoes. А зрители, как всегда, пополам. Кому нравится юмор и харизма Олсон, а кто-то ворчит, мол, слишком по шаблону. Но сериал уже получил номинации на Сатурн и Астра Awards. Так что если любите детективы с харизматичной героиней, смело включайте.
А теперь поговорим про сериал «Обоснованное сомнение». Вышел уже 3-й сезон, и это юридическая драма с перчинкой. Главная героиня – адвокат Джакс Стюарт. Она защищает клиентов, борется с коллегами, успевает ругаться с семьей и ввязываться в любовные истории. В общем, у нее жизнь похлеще, чем у подсудимых. Играет ее Эмаяце Кариниальди, актриса с номинациями на премии NAACP. В 3-м сезоне к ней присоединился Джозеф Сикора, которого многие знают по сериалу «Власть в ночном городе». Теперь про оценки. Критики ставят высокие баллы, на Rotten Tomatoes почти 100% одобрения. Но зрители, как всегда, делятся. Одним нравится драма и харизма героини, другим кажется, что сюжет временами банален. Вывод простой. Если любите адвокатские страсти и харизматичных героинь, смотреть стоит. Если ждете взрывов и детективных интриг, это не тот сериал. В общем, «Обоснованное сомнение» как коктейль с горчинкой. Не всем по вкусу, но тем, кто любит, зайдет. И напоследок, сюрреалистичная комедия. На разборе сериал «Самый сок». 2-й сезон уже тут, и он реально выжат по максимуму. Главный герой Джамма снова живет где-то между фантазией и реальностью. То он клоун, то романтик, то сын в семье с сюрпризами. В общем, смесь драмы, смеха и чистого абсурда. Актеры тут просто топ. Создатель и главная звезда Маван Ризван. За эту роль он даже Бефту получил. Его партнер Рассел Тови, которого знают по куче британских сериалов. Плюс его родной брат Напхан Ризван и мама Шаназ Ризван. Да-да, это реально семейный каст. 2-й сезон стал еще круче. Мини-городки, куклы, странные образы. Но при этом сериал говорит о серьезном. Про любовь, семью и поиски себя. Критики хвалят за стиль и смелость. Да, юмор местами странный, но зато формат свежий и необычный. Итог. «Самый сок» – это не про ситком, а эксперимент. 2-й сезон красиво ставит жирную точку, так что вопрос – вы за классику или за такие сюрреалистичные приколы? А теперь из сюрреалистичного сна в жесткую реальность. На очереди сериал, который порвал шаблоны супергероики. Забудьте про Марвел и костюмы. Здесь Южный Лондон и, на первый взгляд, обычные люди. 5 лондонцев, курьер, медсестра, отец, уличный парень и бывший бандит неожиданно объединяют способности. Но суперсила – это не подарок, а головная боль. За ними охотится загадочная организация, и каждому придется выбирать, спасать себя или других. Актеры с харизмой. Главный герой – Тосин Коул из «Доктора Кто». Рядом Аделео Адедайо, номинантка на Бефта за сериал «Ночные вызовы». Критики на Rotten Tomatoes дают сериалу рейтинг 100%. А еще номинации Бефта за реализм актеров и социальный подтекст. Все оценили супергероев, которые живут не в особняках, а в реальных районах, с реальными проблемами. 2-й сезон обещает больше драмы, больше мощи и темных поворотов. Герои станут сильнее, враги умнее, а ставки выше. Так что если хочешь суперсилы, без спандекса, включай Суперген на Netflix. На этом все. Август зарядил нас сериалами на любой вкус, от мрака до абсурда. А впереди еще больше премьер. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить самое интересное. Всем пока-пока, услышимся.